Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как с помощью простого способа многое в своей жизни изменить. Изменить, конечно, в лучшую сторону, особенно в том случае, если у вас есть проблемы со здоровьем или вас преследуют жизненные неурядицы. Сразу скажу, что это не совсем типичное для меня видео, и почти наверняка некоторым из вас оно не понравится, но я все-таки попытаюсь раскрыть для вас эту нужную тему. В своих книгах «Причина твоей болезни», «Принцип пуповины» и в новой книге «Психосоматика» я рассказывал о том, что очень часто к проблемам со здоровьем и к нашим неудачам приводят, как ни странно, негативные эмоции, стресс и затяжные переживания. И это не связано с мистикой, как многие из вас могли бы подумать, а связано с выбросом стрессовых гормонов и с влиянием этих гормонов на нашу жизнь и на наше здоровье. Подробнее рассказывать о действии стрессовых гормонов и их влиянии на нашу жизнь и на наше здоровье в этой программе я не буду. Мы об этом неоднократно говорили в других наших программах и в наших статьях. И если вам интересно, то ссылки на эти статьи и эти программы будут даны под нашим сегодняшним роликом. Нам же с вами сейчас важнее другое. Как хотя бы на время избавиться от действия токсичных эмоций на нашу жизнь и наше здоровье и сделать это максимально простым способом. Это можно сделать с помощью простого способа, который называется эмоциональный пост или эмоциональная диета, по аналогии с пищевой диетой или с пищевым постом. Поясню. Когда человек хочет поправить свое здоровье, нарушенное неправильным питанием, он иногда бывает вынужден соблюдать определенную диету, то есть придерживаться каких-то ограничений в питании. И делать это на протяжении какого-то времени. Точно так же, сознательно придерживаясь некоторых ограничений в определенных эмоциях, можно за короткое время улучшить свое духовное и эмоциональное и физическое здоровье. На первый взгляд может показаться, что ограничить себя в токсичных эмоциях может быть довольно трудно. Но поверьте, если подойти к делу с умом, особенно трудно не будет. В первый раз эмоциональный пост или эмоциональную диету мы будем соблюдать только 7 дней. И что же нам нужно будет делать в эти 7 дней? Сейчас расскажу. На эти 7 дней нам нужно будет избавиться от двух вредных привычек. Первая привычка довольно вредная. Большинство людей любят в беседах обсуждать какие-то негативные события или перемалывать кому-то косточки, кого-то осуждать, то есть рассказывать о чем-то неприятном. То есть многие люди не очень хорошо умеют говорить о приятностях, но зато очень любят говорить о неприятностях. Так вот, на неделю мы должны поставить запрет на обсуждение любой негативной информации, на осуждение кого-то, на перемалывание косточек. Нам нельзя говорить ни о чем плохом на неделю. Надо говорить только о хорошем. Не надо никого осуждать, не надо никого обсуждать. Ни правительство, ни соседей, ни жену, ни ребенка, ничего плохого. То есть, если мы говорим, то только в хорошем ключе. Это может быть довольно трудно. Окружающие будут вас подталкивать к каким-то, ну скажем так, беседам о неприятном или о чем-то нехорошем. Но в это время нужно от таких бесед уходить, избегать их. И если не получается, лучше просто помолчать. Но еще раз говорю, вот на неделю ставим запрет на обсуждение всех подобных тем. Если и говорим в эту неделю, то говорим только о хорошем. И вторая привычка, которую нам нужно блокировать на неделю. Многие люди в принципе любят собирать негативную информацию, любят читать какие-то новости негативные, любят смотреть по телевизору программы о политике, о чем-то таком мрачном, нехорошем, о том, как все плохо. Вот на неделю мы ставим запрет на сбор любой негативной информации, будь то интернет, будь то телевизор, ну и, как мы уже говорили, будь то личные беседы. На неделю нужно будет сменить пристрастие. Вместо того, чтобы смаковать всякий негатив, нужно развлекать себя чем-то позитивным и интересным. Например, в интернете мы читаем только какие-то интересные развлекательные статьи, по телевизору смотрим только комедии и развлекательные программы. То есть создаем вокруг себя позитивное информационное поле. Не читаем те статьи и не смотрим те телепрограммы и фильмы, после которых у вас остается неприятный осадок. Еще раз повторяюсь, только то, что вызывает у вас приятные эмоции. Еще один момент. В течение этой недели, во время нашего эмоционального поста или нашей эмоциональной диеты, мы не общаемся с неприятными нам людьми, но только в случае крайней необходимости по работе. В остальное время нужно стараться общаться только с теми людьми, кто вам действительно приятен.
То есть старайтесь избегать тех людей, которые вызывают у вас неприятные эмоции. Даже если вы по каким-то причинам должны встретиться с человеком, который вам неприятен, вот это должны постарайтесь отложить на неделю. Давайте еще раз повторимся. На неделю по возможности исключаем всю негативную информацию. Исключаем все негативные обсуждения, какие-то неприятные разговоры, встречи с неприятными людьми. Стараемся всю эту неделю говорить, думать только о хорошем. Конечно, это не просто, но нужно постараться сделать это в течение 7 дней. К слову, хотя некоторым людям нравится сплетничать, ну просто сплетничать, казалось бы, чего в этом такого. Но тем не менее, вот в эту неделю и сплетен тоже нужно постараться избегать. Даже в том случае, если сплетничать вам нравится. Итак, неделя эмоционального поста. Сразу скажу, что в первый раз с непривычки продержаться эту неделю будет довольно трудно. И почти наверняка многие из вас будут скатываться на какие-то негативные эмоции, на какие-то, опять же, обсуждения, сплетни, на какие-то цеплялки, да, цеплять то, что вам не очень нравится. Но продержаться эту неделю все-таки нужно. И после того, как вы продержите неделю, нужно будет оценить свое эмоциональное и духовное состояние. Кстати говоря, физическое состояние за эту неделю тоже должно улучшиться. И, возможно, в жизни произойдут какие-то приятные перемены. Вот оцените все это, и если вас результат недельного поста устроил, духовного поста будем так говорить, то такой духовный или эмоциональный пост нужно будет повторять для начала хотя бы 1 раз в месяц по 7 дней. В будущем увеличивайте время духовной работы. Например, эмоциональный пост соблюдайте уже не 1 неделю в месяц, а, скажем, 2 недели в месяц, потом 3 недели. И постепенно вы можете постараться распространить вот эти все правила в целом на всю свою жизнь. Если вас устраивает ваше полученное эмоциональное, духовное и физическое состояние. Дорогие друзья, по этой теме на сегодня все. Если вы захотите дальше пойти по пути духовного развития, вы можете почитать на эту тему, например, мои книги, в частности, «Принцип Пуповина». Это книжка об удаче, о том, как наши эмоции влияют на наше везение или наше невезение. А если вы захотите почитать о влиянии наших эмоций на наше здоровье, вы можете прочитать мою книгу, которая называется «Психосоматика. Самые опасные эмоции». Эта книжка есть в электронном виде, но и издательство АСТ сообщило, что книга выходит и в печатном виде тоже. Информация о том, как приобрести наши книги в электронном или в печатном виде, будет дана в описании под роликом. Дорогие друзья, и я еще раз вас попрошу, делитесь вашими жизненными историями из жизни по теме нашей сегодняшней программы. Это будет важно и для нас, и, возможно, для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.